Приветствую, дамы и господа, Евгений Тек на связи. С момента выхода прошлой серии прошло довольно много времени. Несколько стримов, куча апдейтов и полная реорганизация базы. Мы, как обычно, продолжать и начинать. Первоначально я хотел смонтировать серию из записей стримов, но когда начал пересматривать и группировать материал, понял, что собрать из этого цельное видео практически невозможно. Слишком много склеек и рваных переходов. Стримы проходили под лозунгом «Начинаем за здравие, а заканчиваем за упокой». Поэтому начнем с обзора изменений. За время этих стримов мы успели несколько раз переехать, сходить в ад за огненным камнем, расчистить огромный участок площади, возвести первый октагон и снова переехать. Вот так выглядела база на момент окончания прошлой серии. А вот так она выглядит теперь, с учетом увеличенных мощностей коксовых печей. На момент окончания последнего стрима у меня было всего одна доминка и пара полужидкостных генераторов ЛВ тира. Из-за этого нормальная работа доминки была невозможна, поэтому первое серьезное изменение. Теперь генераторы МВ тира, и их стало вдвое больше. Часть работает на криозоте, часть на топливе, которое мы производили в прошлых сериях. Чуть дальше располагается доминка, которая заметно подросла с последнего раза. Вместо одной с купроникелевыми кольцами теперь стоит четверенная установка с канталовыми. Максимальное потребление 1920 EUZ-тик, что полностью покрывается моими текущими энергетическими мощностями. После переезда я разместил рядом с мастерской рудопереработку и хранилище готовых материалов. Места, как оказалось, катастрофически не хватает. Тесно, неудобно и раздражает. Но кажется, я наконец излечился от болезни под названием «Экономия места в бесконечном мире». Теперь вся рудопереработка переехала в другой конец моего октагона. Система основана на логистических трубах из Logistic Pipes. Из алмазного сундука модуль-извлекатель забирает все виды руды и отправляет их сначала в основное хранилище, а потом по переработчикам с помощью Item Sync и Type Filter модулей. Цикл рудопереработки максимально простой. Дробитель, промывка, молот, центрифуга. Никаких химванн и термальных центрифуг. Пока нет нужды в максимальной эффективности. Сейчас важнее получать много ресурсов, а не выжимать максимум из каждой руды. Чтобы быть эффективным, нужно сначала быть неэффективным. А теперь переходим к основной теме выпуска – переработка дерева и саженцев. Но уже по-настоящему индустриальным методом. Для этого нам понадобится пиролизная печь – 2 штука, стальной паровой компрессор – 2 штука, стальной паровой дробитель – 1 штука, стальная паровая центрифуга – 1 штука, трубы, провода и прочее по вкусу необходимости. Пиролизная печь пока что будет работать на купроникелевых кольцах, а чуть позже переведу на кантал, а может быть даже сразу на нихром. Все необходимые ресурсы и материалы были произведены и добыты на недавних стримах. Теперь же идем все это дело устанавливать. Для теста решил сделать голограмму многоблоков. С ней строить удобнее и быстрее, особенно машины по типу центрифуги. Sometimes I think they're right, honey. Sorry for the tears in your eyes. Hey, love, forgive me just one more try. Used to hide myself away in the night, looking for trouble and fights, looking for answers at the bottom of my glass. You found me lost in the night, looking for trouble and fights. Снова начал строить совершенно не то, но вовремя одумался и перестроил все как надо. Рядом с печами будет располагаться центрифуга, а не компрессор, как я начал городить изначально. Во время строительства центрифуги снова уяснил для себя важную вещь. В ней должен быть output hatch, без него она не соберется. Все остальные машинки установил в соответствии с будущей технологической цепочкой. Единственная разница – количество дистилляторов, но об этом чуточку позже. Hey baby, I'm calling. Hey
baby, just please pick up the phone. Hey baby, I'm calling. I'm drunk, can you please pick up the phone? No, I'm a screw up, but baby, I'm glad you're someone to rely on. Someone to rely on. Someone to rely on. No, I'm a screw up, but baby, I could be someone to rely on. Подключение будем проводить кабелями из черной стали, которые заметно улучшились с последним обновлением сборки. Теперь они могут передавать целых 4 ампера на одну жилу. План капкан заключается в следующем. Саженцы, которые производятся фермой в чудовищных количествах, отправятся сперва в компрессор для получения компрессированной биомассы, затем в дробитель для получения биомассы обычной, а затем в центрифугу для получения отхода и, наконец, в пиролизную печь с водой. На выходе мы получим ферментированную биомассу, которую отправим в дистиллятор для получения метана. Во время стримов и записи я делал расчет на один дистиллятор, но увидев скорость его работы, уже за кадром добавлю еще несколько штук. Все-таки я хочу установить по 10-20 турбин под метан. Дерево будет обрабатываться и пережигаться в пиролизной печи с азотом, давая на выходе уголь и древесный деготь. Уголь будет отправляться в компрессор, деготь в дистиллятор, перерабатываясь в бензол, и под него мы тоже установим газовые турбины. С появлением пиролиза пришло время избавиться от долгое время служивших нам криозотовых печей, а также перенести мою ферму, возможно, ближе к базе, чтобы не тянуть трубопровод куда-то на Камчатку. А на этом пока что все. Дистилляторы и фермы я добью уже за кадром и начну составлять план под следующую серию с моей канбан-табличкой и прочим, чтобы все было эффективно, а главное, не заняло для производства очередные полгода. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ну и до новых встреч!